Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Ну что, я вернулась из отпуска и готова вам про него рассказать. Это видео будет неформальным, надеюсь, не очень длинным, потому что рассказывать можно бесконечно. Поэтому устраивайтесь поудобнее, активируйте субтитры, если они вам нужны, а мы начинаем. Итак, отдохнула я, конечно, очень хорошо. Несмотря на то, что наша поездка началась не самым веселым образом, мы об этом уже давно забыли, и в памяти остались только самые лучшие моменты. Почему началась она не очень? Потому что нам задержали рейс. И случилось это еще в Москве. То есть еще здесь, не вылетая, не покидая Москвы, мы уже поняли, что все идет далеко не по плану. У нас было 2 самолета до Италии. Сначала из Москвы до Еревана, а потом из Еревана до Бари. И из Бари мы должны были на поезде доехать до Римени. Естественно, билет на поезд у нас был куплен заранее, так же, как и все остальное. Но поскольку нам задержали рейс из Москвы до Еревана, мы пропустили из-за этого рейс из Еревана до Бари. И, соответственно, пропустили поезд из Бари до Римени. То есть пропустили вообще все. В моменте, конечно, было очень больно и грустно, но деваться было некуда. Мы достаточно быстро сориентировались и купили в итоге билет не до Бари, а до Милана, потому что это был самый удобный, по-моему, даже единственный рейс на тот день, чтобы добраться до хотя бы какого-то итальянского города. Но поскольку вот этот рейс до Милана был только вечером, у нас появилась отличная возможность целый день провести в Ереване. В Ереван мы давно хотели попасть, причем вот с этой подругой, с которой я ездила в Италию, мы с ней же хотели поехать и в Ереван. Но поскольку это такое направление очень доступное в том плане, что туда часто летают самолеты и, в общем-то, не проблема туда добраться, а, как известно, то, что нам доступно, мы всегда откладываем на последний момент. И вот так мы уже много лет обсуждали, что надо бы съездить в Ереван, так мы туда и не добрались. Но вот по стечению не совсем счастливых обстоятельств мы там оказались и остались очень и очень довольны. Я не снимала ничего в Ереване, потому что мы прилетели туда в 5 утра, состояние у нас, конечно, было не очень, но при этом мы провели там замечательный день, немного познакомились с городом. Мне кажется, мы обошли, наверное, всю, не всю, но большую его центральную часть, и нам там очень и очень понравилось. Он нам показался очень уютным, очень чистым, таким опрятным, красивым. И мы сделали вывод, что в Ереван мы еще обязательно вернемся. Но уже не на один день, то есть чтобы у нас было побольше времени, как минимум сутки, чтобы там можно было провести и вечер, и утро, а то лучше и на большее количество дней. На этом наши приключения не закончились, к сожалению, потому что когда мы приехали в аэропорт и ждали посадки на рейс, все шло довольно-таки гладко. Мы купили билет из Милана до Римени. Приехать мы должны были в 2 часа ночи в Римени, то есть мы уже потеряли целый день в Римени, а в Римени у нас как раз проходила встреча с моими сокурсниками по итальянскому. Это была первая причина, почему мне было очень грустно, потому что я потеряла целый день, а их всего было 3. Так вот, мы взяли билет из Милана до Римени в надежде, что мы приедем, пусть и поздно ночью, но зато приедем и уже будем на месте, там, где и должны были быть. Буквально через 10 минут после того, как мы купили билет, на табло появилась надпись, что наш рейс задерживается. А на тот момент нам хотелось уже просто очень сильно смеяться,
Это, скорее всего, был истерический смех, и нам показалось, что наше путешествие превращается в какой-то мем. Потому что каждый рейс, то есть с каждым рейсом что-то случается. При том, что это случается еще и в разных странах. И это я еще не рассказывала про то, что за месяц до нашей поездки нам пришло сообщение о том, что рейс из Рима до Еревана, наш обратный рейс, отменили. То есть нам и тот рейс тоже пришлось менять. В общем, не буду вдаваться в подробности, но в итоге из 4 рейсов, которые у нас должны были быть, 3 из них мы поменяли. Ну, что-то пропустили, вот этот, например, из Еревана до Бари, у нас сгорел этот билет, потому что мы на него просто не явились. А все остальные нам удалось поменять. Вот, и нам задерживают вот этот рейс из Еревана до Милана, а пересадка в Милане, ну не пересадка, а времени у нас было между тем, как мы прилетаем в аэропорт и когда нам нужно сесть в поезд до Римени, 2,5 часа. Этого было достаточно с запасом, чтобы мы вышли из самолета, доехали на автобусе до аэропорта, прошли таможню, доехали из аэропорта до вокзала, успели на свой поезд и поехали спокойненько в Римени. Но не тут-то было. Нам задерживают рейс больше, чем на час, то есть у нас уже остается не 2,5 часа, а чуть больше часа. И мы понимаем, что мы не успеваем на поезд, а билет мы уже купили. И обычно при покупке билетов на региональные поезда их можно поменять бесплатно, то есть поменять дату и время. Но это тоже был не наш случай, потому что поменять можно было только за день, то есть можно было поменять только время, но так как мы уже взяли билет на последний поезд, дальше поездов уже не было, мы не могли поменять на более поздний поезд. А дату мы не могли поменять, потому что дату можно поменять только максимум за сутки до отправления поезда. То есть если уже наступил вот сегодняшний день, и сегодня у нас отправляется поезд, мы уже не можем его поменять. На другую дату имеется в виду. А время, как я уже сказала, у нас и так было самое позднее. Поэтому этот билет у нас тоже сгорает. И мы остаемся в Милане и проводим ночь в Милане, вместо того, чтобы доехать уже наконец-то до Римени. А рано утром на следующий день встаем и едем 4 часа в Римени. То есть в Римени мы в итоге приехали в обед только следующего дня. То есть, по сути, пропустили 1,5 дня. Но, как я уже и сказала, это все достаточно быстро забылось. Стоило нам только заказать свою первую пиццу, и у нас все стало хорошо. Плюс я там уже встретилась с кое-какими людьми, а вечером у нас был ужин совместный, и мы встретились со всеми, кто там был, поэтому там уже стало очень весело и здорово. Встреча, как всегда, у нас прошла очень хорошо. Единственное, что ее было мало, для меня лично, потому что я приехала слишком поздно, но в сложившихся обстоятельствах это был лучший исход, наверное, потому что был все-таки риск, что мы вообще не попадем в Римени, и я вообще ни с кем не увижусь. Поэтому лучше так, чем совсем никак. После Римени мы полетели на Сицилию. Там мы были целую неделю и перемещались между разными городами. Были мы в Катании, в Сиракузах и в Таормине. И еще, когда мы были в Сиракузах, мы ездили в Нота. Это небольшой городок, который находится буквально в часе езды от Сиракуз, и в него определенно стоит съездить, если вы находитесь где-то неподалеку, в каких-то городах, которые находятся неподалеку от Нота. Катания нас встретила большим гостеприимством. Начиная с нашего отеля, где мы останавливались, там были прекрасные люди, владельцы этого отеля. Это не отель, это B&B, но мы не говорим так B&B, то есть в русском языке нет такого понятия. Если вы скажете B&B, не факт, что вас поймут. Для удобства я это все называю отелями, либо отель, либо апартаменты или квартира, если снимается не отель, а апартаменты или квартира. Но
такие вот нюансы, как B&B, или я еще от многих слышала, как говорят, Airbnb, если снимают квартиру через Airbnb. И вместо того, чтобы сказать квартиру, говорят Airbnb. И мне это очень резало ухо. Несмотря на то, что я это слышала не на русском языке, на иностранном, но я сразу же задавалась вопросом, а почему они называют это Airbnb? Почему нельзя сказать квартира? Вот, поэтому для общего понимания я говорю отели, но это не всегда были отели, то есть мы останавливались не всегда в отелях, а в большинстве случаев это были B&B. И в Катании у нас были замечательные хозяева, сразу, знаете, повеяло таким южным гостеприимством, было очень приятно с ними познакомиться и вообще жить в их месте. Да, я теперь начала путаться, мне теперь это хочется называть B&B. Жить в этом отеле. Нам там было очень вкусно. Мне кажется, все, что мы ели в Катании, было очень вкусным. Мы там видели Этну, вулкан Этна. Мы не ездили к самому вулкану, но видели его издалека. Вообще не только из Катании, его также было видно из Таормины. А единственное, что меня немного смутило, удивило, это то, что вход в церкви в Катании был платный. Мне кажется, мы не были ни в одной церкви в Катании, именно потому, что там был платный вход. И стоил он не 1-2 евро, а 5, кажется, вот на центральной площади я запомнила, что он стоил 5 евро. Я надеюсь, что я ни с чем не путаю, но мне кажется, что это был вход в церковь. И такая же история была у нас в Сиракузах и даже в Ното церкви, хотя, казалось бы, небольшой городок, но даже в Ното вход в церковь, в одну мы зашли, была платной. Вход был бесплатным только для жителей Ното, там была такая табличка. И меня это очень удивило, потому что я была во многих городах Италии, и я нигде с таким не сталкивалась. Единственная церковь, за вход в который я платила, это было в Милане, вот эта знаменитая Миланская Дуомо. Там, да, вход платный, но не только за вход в церковь, но и за вход в музей, который находится рядом с Дуомо. И это была оправданная плата, потому что, во-первых, там, наверное, хотят ограничить как-то туристический поток, иначе там все в этой бы церкви находились бесконечно. А во-вторых, может быть, на поддержание самого дома. Здесь тоже есть, наверное, какая-то цель, но меня это все равно удивило, потому что нигде больше, особенно в каких-то не самых известных городах, не самых известных, я имею в виду, как Рим, Милан, Венеция, какие-то всемирно известные города, а все-таки Катания, Сиракузы и Таормина, они известны в Италии, за пределами Италии тоже, но не настолько, как вот эти вот крупные города, которые я перечислила. И поэтому для меня было странно, что за вход в церковь просят деньги. Ну и хорошо, если это одна церковь. Или, например, ты покупаешь билет и ходишь целый день по разным церквям города. Как будто бы это было бы логичнее. Но когда у тебя там 5-10 мест, в которые тебе хочется зайти, и в каждой нужно заплатить, и заплатить не 1 евро, то, как будто бы это слишком дорогая экскурсия получается по местам, которые должны быть бесплатны, по идее. Но кое-куда нам все-таки удалось зайти, в Сиракузах, например. Я покажу вам обязательно этот храм. Он очень необычный, очень интересный, современный. Я никогда бы не подумала, что это вообще храм, если бы не прочитала название. И вообще мы к нему подошли просто потому, что он выглядел так очень футуристично, и нам стало интересно, что это такое. И потом, когда мы прочитали, что это храм, мы удивились, потому что я в жизни такого храма не видела. И внутри тоже было очень интересно. Я это все покажу во влоге. Я кое-что поснимала для вас, не так много. Несмотря на то, что я брала с собой камеру, я ее постоянно забывала. И вообще как-то, не знаю, возможно, потому что я была не одна, и я постоянно разговаривала со своей подругой.
А если не разговаривала, то как-то не было у меня в мыслях, что надо достать камеру, что-то поснимать, что-то вам рассказать. Поэтому в сравнении с прошлым годом я сняла вообще каплю в море. Но кое-что все-таки сняла, поэтому, скорее всего, на следующей неделе я сделаю влог и покажу вам, что я видела. Я сбилась с мысли. В общем, несмотря на это, в катании нам очень понравилось. В Сиракузах нам тоже понравилось, но показалось, что 3 дня для Сиракуз это многовато. Потому что самую ценность, наверное, самый большой интерес представляет не сами Сиракузы, а Артиджа. Это остров, который прилегает к Сиракузам. Ну, вроде как это часть Сиракуз. То есть, может быть, в нашем понимании это как бы район города. Ну вот, на Артидже там очень красиво, мы прям там жили, и там можно бесконечно гулять по всем этим улочкам, переулочкам. Но, опять же, остров сам этот не настолько большой, и мне кажется, мы уже в первый день его обошли вдоль и поперек, и как будто бы уже вечером задались вопросом, а что же мы будем делать завтра? Ну вот сходим, посмотрим на ту интересную церковь. Ну, погуляем немножко по Сиракузам. А дальше что? Но там было море, поэтому нас успокаивала мысль, что даже если мы не найдем чем заняться, мы просто пойдем на море. Там было несколько небольших пляжей, и там можно было поплавать. Мы погуляли по самим Сиракузам. В целом это достаточно обычный город. Даже, наверное, если сравнить с Артиджей, я бы не сказала, что в Сиракузах есть какие-то такие достопримечательности, которых нет в других итальянских городах. Возможно, я что-то не рассмотрела. Но мне казалось, что, если честно, они будут поинтереснее, что этот город будет поинтереснее. А из интересного там, по сути, только вот этот храм. Но нет, там интересно еще археологический парк и какой-то музей. Но музей нас не интересовал, а парк нас не интересовал по той причине, что было очень жарко. И ходить под палящим солнцем нам не хотелось, поэтому мы не планировали туда идти. Но при этом его центральная часть и Артиджа в том числе нам показались очень ухоженными, чистыми достаточно. Там были высажены такие деревья, не знаю, как они называются, я вам их тоже покажу. Розовые у них были такие цветочки на них, они все были усажены, все улицы были усажены вот этими деревьями. Это было очень красиво, потому что на какую бы улицу ты ни повернул, у тебя там какой-то цветочный рай. Вот, и на 3-й день мы уже поехали в Нота. Нота тоже мне очень понравился, как я уже сказала. Он был достаточно пустынным, и моментами как-то становилось грустно там из-за того, что было ощущение, что там нет людей почему-то. И речь идет не о туристах, а о местных. Но, возможно, это я уже сейчас думаю, что, возможно, мы приехали в такое время, когда все просто отдыхали, и поэтому улицы не были настолько переполненными, как в других городах. Но, тем не менее, было там вот какое-то такое легкое чувство опустошенности. И от этого становилось немного грустно. Потому что город сам очень красивый и тоже очень уютный, наверное, из-за своих размеров, не очень больших. Но опять же, я говорю про центральную часть, куда-то вне центра мы не ходили, потому что у нас там и времени было не так много, и нас в целом интересовал в основном центр. После этого, уже на следующий день, мы поехали в Таормину. Таормина, конечно, чудесная, там виды просто невероятные. Мне кажется, что если оценивать именно по внешнему виду, то, наверное, Таормина была самой красивой из всего того, что мы видели. Но не без минусов. Проблема, которую мы отметили, в том, что там слишком все ориентировано на туристов. И, кстати, эта же проблема была на Артидже, в Сиракузах. Понятно, что главный сектор экономики Италии – это туризм, но
в некоторых городах он ощущается не так остро. То есть там может быть много туристов, но нет вот этого ощущения, что тебе постоянно хотят что-то где-то обмануть, что-то тебе продать или что-то навязать. Какое-то, вот знаете, такое не очень приятное ощущение, что тебя рассматривают исключительно как мешок с деньгами. И в Таармине это очень чувствовалось. Вообще, мне показалось, что Таармина – это такой город для очень состоятельных людей. И это стало очевидно, как только мы зашли на центральную улицу. Мы жили на вот этой центральной улице, но чтобы мы дошли до своего отеля, нам нужно было по ней пройти. И как только мы на нее зашли и увидели, какие там магазины, исключительно люксовые, исключительно премиальные, мы сразу поняли, что, наверное, здесь ориентируются на очень состоятельных туристов. И это касается не только магазинов, это касается также еды, то есть было невозможно поесть где-то за какую-то приемлемую цену. Вот, и как-то вот эта вот центральная улица, она была очень сильно переполнена людьми. И удовольствия не было совершенно никакого по ней гулять, несмотря на то, что она очень красивая. И очень хотелось бы провести там побольше времени, походить, порассматривать. Но ты буквально постоянно врезаешься в кого-то, в какую-то толпу, в человека, потому что там просто очень сложно ходить даже, сама улица узкая, и такое количество людей там не помещается просто. Поэтому мы по ней редко ходили, потому что очень быстро она стала нас как-то раздражать. И мы старались сворачивать в какие-то более пустынные переулки и гулять там. Виды открываются просто не передать словами какие, потому что сам город находится на горе, то есть до него еще надо доехать от станции, на автобусе, например. И для того, чтобы спуститься к морю, нужно преодолеть очень большие, небольшие расстояния, а большие высоты. То есть надо очень далеко вниз спускаться, а потом подниматься. В случае, если ты не хочешь ехать на автобусе, пользоваться транспортом общественным. Мы, естественно, не хотели. Мы хотели походить пешком, поэтому все вот эти расстояния мы преодолевали пешком. И это было непросто, но это было очень красиво, очень здорово. И, конечно, в Таармину мне бы хотелось вернуться, но либо вне сезон, прям вот совсем вне сезон, когда там минимальное количество людей, либо, хотела сказать, если бы я была очень богата, но потом я подумала, что деньги меня бы не спасли от наплыва туристов, поэтому, наверное, я бы остановилась на том, чтобы приехать туда вне сезон, потому что место, конечно, великолепное. После Таармины начался завершающий этап нашей поездки. Мы поехали в Калабрию. Сначала мы на один день остановились в Реджо ди Калабрия, а потом поехали в Тропею. Было очень интересно переправляться на пароме, который идет от Мессины до Вилла Сан-Джованни. Там поезд, мы вот ехали из Таармины до Мессины на поезде, потом этот поезд загрузили на паром, и мы все дружно на этом пароме переплывали на другую сторону, на материк. Это было очень прикольно. Это я вам тоже покажу во влоге. Вот, мы побывали в Реджо ди Калабрия, очень милый город, хотя когда мы только туда приехали и вышли со станции, нам показалось, что там как-то странно, что мы выбрали этот город вообще для остановки, но причина была в том, что это был обед, опять же, все, видимо, отдыхали, все магазины были закрыты, и нам показалось, что там дико пустынно, что там никого нет, и поэтому нам сначала так стало немножко не по себе. Но потом мы прониклись этим городом, он нам очень понравился, мы ни капельки не пожалели, что там остановились, и там еще есть
классная набережная. Эта набережная, по-моему, одна из самых красивых в Европе. Что-то такое я, кажется, читала. И она очень длинная. И с этой набережной можно увидеть Сицилию напротив. Вот, очень красиво было. И потом мы уже поехали в Тропею, и целых 4 дня были в Тропее. Там у нас был такой чисто морской отдых. Мы там много купались в море. Правда, там нас застала непогода, была гроза несколько дней, и из-за этого мы не смогли покататься на лодке. Я очень хотела взять экскурсию на лодке, потому что вот это побережье в Калабрии, которое, я не знаю точно, как оно тянется, но вот где-то в районе Тропеи и туда немножко вниз, 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 если представляете карту Италии, я так показываю странно. В общем, вот это побережье называется побережьем богов. И там очень красивая вода, такая кристально чистая, голубая. И я очень хотела поплавать еще в открытом море и вообще покататься на лодке, но, к сожалению, из-за непогоды у нас не получилось это сделать, поэтому я немного расстроилась, но не сильно. А на последние 2 дня мы уже поехали в Рим и провели их в Риме. Времени в Риме было маловато, потому что приехали мы уже под вечер, провели там целый следующий день, и на следующий день уже уехали. Поэтому хотелось бы, наверное, на денечек еще продлить вот это пребывание. Но в целом этого было достаточно. Вот на этот раз мне показалось, что к концу поездки мы уже так немножко подвыдохлись, и нам уже захотелось отдохнуть, потому что все вот эти передвижения, они были достаточно активными, и в целом поездка была активной, потому что мы не сидели же никогда дома, мы постоянно куда-то ходили или ездили, и поэтому со временем это начинает немного выматывать. И вот под конец поездки мы уже так немножко подустали. Но это была очень приятная усталость. И вообще в этом отпуске я великолепно отдохнула, прежде всего от Ютуба, потому что я успела сделать все видео, то есть я все сделала заранее, и даже такие мелочи, как субтитры или описание, все то, что я обычно делаю в последний момент, я сделала вообще все, и я ни капельки не думала о том, что мне надо снять видео, что мне надо смонтировать его, что там еще что-то надо сделать. То есть я максимально отдохнула, и это был первый мой 3-недельный отпуск от Ютуба за почти 3,5 года ведения канала. Обалдеть! Мне нужен был этот отдых. Потому что обычно, когда я ездила, я снимала все видео заранее, но монтировала уже их на месте, потому что я ездила на более длительный срок, и было очень сложно сделать сразу все видео, да и плюс у меня тогда это был не совсем отпуск, а как бы путешествие такое, то есть я там и работала, и делала видео, и все делала на месте, а вот в этот раз я именно отдыхала, и мне это очень понравилось. И, наверное, это все, что я хотела вам рассказать. Я думаю, что я дополню еще, возможно, какие-то истории или моменты во влоге, потому что очень часто я снимала какие-то места молча, не комментируя. Но, возможно, мне захочется что-то сказать, как-то прокомментировать. Возможно, я вспомню какие-то ситуации или истории, или что-то, что с нами происходило интересного, и расскажу вам об этом во влоге. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно послушать про мою поездку. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если еще не подписаны. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока!